Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале, и это череда потрясающих новогодних видео о фаворитах ушедшего года. Я решила не мелочиться и выделила сразу 3 категории: премиальная косметика, бюджетная косметика. Эти видео буду ждать вас чуть-чуть позднее, а сегодня мы поговорим про Корею. Но про Корею не простую, а про самые популярные запуски, про те продукты, которые невероятно мне понравились, и я очень сильно хочу еще раз обратить ваше внимание, потому что ими я пользовалась не только в видео. А это очень хороший знак, когда ты хочешь не только как-то в роликах красиво что-то показать, но и вот правда ты собираешься на работу, к друзьям, и у тебя тянется рука к этим продуктам. А значит, они реально топовые и не случайно оказались в сегодняшнем видео. По ценовым категориям здесь также будет и достаточно бюджетная косметика, и люксовая, потому что в Корее тоже есть свой люкс своего рода, но все продукты я за них ручаюсь. Поэтому надеюсь, что мы классно проведем время. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь обязательно. Что-нибудь тепленькое, пледик, кофеечек, какао. Это классные новогодние видео, где я хочу вас зарядить своим потрясающим настроением. И надеюсь, что вы тоже меня зарядите чем-нибудь потрясающим в комментариях. Вот такое замечательное лукошко я подготовила, и скажу честно, что я старалась держать себя в руках, потому что в следующих видео тут такое количество баночек, особенно вот какие-то малюсенькие карандашики и все прочее. Здесь я открыла комод и думаю, нет, для девчат самое лучшее. Ну и с него и начнем. Если мы говорим про тональное покрытие, то я думаю, для вас не секрет, что в Корее огромным спросом пользуются кушаны, и если вы пойдете себе присмотреть корейский кушан, то, наверное, вы обратите внимание на Тиртир, потому что это был самый громкий, ну не запуск, а вот такой действительно лонч на российском рынке этого года. Потому что этот продукт замечательный. И что бы вам про него ни говорили, я уверена, да все, наверное, говорят, что он суперский. Если посмотреть по промо, то это фиксация, стойкость чуть ли не до 48 часов. Как мы с вами смеемся, не знаем, как проверяли, но верим на слово. Он невероятно красиво смотрится на коже. Если у вас есть какие-то небольшие воспаления, проблемные места, он это перекрывает, но не выглядит маской. Он действительно один из лучших. И вот если смотреть на тональные основы, которые достаточно глухо лежат на вашем лице, Тиртир этим не страдает, потому что у него покрытие подвижное, хоть и кроющее. И что самое приятное, я всегда вам говорила, когда красилась этим кушаном, что у меня очень активная мимика, я вот разговариваю, в жизни еще более активно обычно бывает, и у меня все вот мимические морщины проваливаются. В этом кушане такого нет. Единственный минус, который есть, он окисляется. Поэтому для себя берем чуть-чуть посветлее, чтобы потом он догнал вас в процессе вашего макияжа. У меня оттеночек 17C, и он превращается с помощью магии в оттенок 21 примерно. Вот так он выглядит. Да, у него родная пуховочка, можно либо вот этой подушечкой наносить, либо вашим любимым спонжем мокрым, потому что я в целом любые тональные основы наношу спонжем. И вот так выглядит сам продукт на руке. То есть, видите, у него достаточно неплохая кроющая способность. Если говорить по описанию, то они его позиционируют как полуматовый финиш. Ну, наверное, так и есть, потому что сияние все-таки тоже присутствует. У меня, кстати, есть уже новиночки. Тиртир выпустил серебряный кушан, розовый. Я готовлю для вас отдельное видео, где мы сравним и поймем, вот в 2025 году имеет смысл брать красный, либо стоит присмотреться к новинкам. И немного неожиданно для меня оказался в фаворитах кушан в Ливли оттеночек Light, потому что у меня очень много корейских продуктов, практически все вариации Романда есть, супер люксовые дорогие кушаны, но вот он middle сегмент, при этом уверенный и очень красивый. У него сияющий glow finish, и я после Романда немного травмирована, потому что вот этот голубой, он, да, сияет, но такой проблематичный, такой сложный, в отдельное видео можете посмотреть. А этот кушан, он тоже неплохо маскирует, если что-то нужно, как Тиртир, но еще более подсвеченно выглядит, при этом не проваливается тоже ни в морщины, ни в расширенные поры. Внутри все одинаково, как и в предыдущих наших собратьях. Оттеночек 21, потому что он не окисляется. И вот посмотрите, он даже называется Honey Aura.
Вот это настоящий хани, вот правда, очень-очень красиво. Смотрите, какой отблик. Супер такое сияющее покрытие, но не раздражающее. То есть это просто красиво подсвечивает ваше лицо и выглядит очень здорово, живо. Поэтому, если вы хотите что-то такое похожее, я вам прям советую посмотреть на Вливли. У них, кстати, еще подсвечивающий крем неплохой, очень красиво на нем макияж лежит. Ну и в целом бренд достаточно интересный. Супер необычная позиция, о которой все писали в Телеграме. Кстати, если вы еще не подписаны на мой Телеграм-канал, я вас очень сильно там жду. Там обзор появляется первее. Ну и про вас, конечно же, не забываю. Все это тоже смотрим внимательно, досконально. И вот это пудра-эссенция. Изначально, когда я увидела, я подумала, ну как корейцы придумали что-то опять нереально, вообще невообразимое, потому что все новые формулы, текстуры зачастую появляются в последнее время у них. И вот здесь формат пудры, вы видите, да? Вот, то есть тут у нас насыпан продукт, подушечка, но она непростая, да? То есть она у нас похожа на такой спонж для распределения. Вот. Я не могу, просто я уже как пользуюсь не первый раз, но при этом нереально радуюсь этому продукту, не только потому, что он необычный. Вот, пудра, я думаю, она у вас слетает сейчас в кадре. И когда вы ее наносите, она превращается в влажную эссенцию. Во-первых, очень круто летом, потому что это выглядит симпатично. В целом можно носить соло, и это очень хороший уход. То есть здесь супер питательные компоненты, кожа наполнена, очень ароматно, и вот сам процесс, вот даже сейчас я немного сбивчиво рассказываю, потому что я думаю об этой пудре. Как мужчины думают о Римской империи, я думаю о вот этом невероятном продукте, потому что он с прикосновением с кожей, и посмотрите, какая матовость, да, очень красивая матовость появляется. Сложно сказать, к какой категории его отнести, к уходу или к декору. Для меня это скорее больше даже декор, потому что если я не хочу носить косметику, если я просто хочу уложить брови, я хочу накрасить ресницы, я чаще всего наношу эту пудру, потому что и очень хорошее увлажнение, укрепление кожи, кожного барьера. Здесь на барьер тоже очень хорошо сказывается состав этой пудры-эссенции. Для меня это скорее, да, очень красивый такой законченный вид. Если вы не хотите вот совсем покрытия, хотите просто легонечко что-то нанести и побежать, я прям советую. Единственное, что смотрите, в некоторых магазинах срок годности подходит к концу, они прям пишут, что годен там до мая этого года, еще так далее, потому что этот продукт непонятный, и многие, мне, конечно, не понимают, для чего им эссенция в таком странном форм-факторе. А для меня это огромнейший плюс, потому что и прикольно, и интересно, и работает. Два хайлайтера от Рома, но на самом деле они одинаковые, просто два разных оттеночка, 0,2 и 0,1. Скорее всего, если вы видели отдельное видео, вы помните розовый. У нас был розовый макияж, и я как-то полюбила в последнее время подсвечивающие розовые продукты, они необычно смотрятся, вроде бы золотых уже много. И я, когда брала этот хайлайтер, у меня не было никакого суперского ожидания, потому что зачастую хайлайтеры в Корее, но сейчас я прям могу взять свои слова обратно, потому что в этом году я открыла так много потрясающих продуктов, просто бьют люкс, вот честно. Но до того времени как-то был не самый хороший опыт, и я думаю, что, скорее всего, будет выбеливать. Они вот любят такое, особенно касаемо розовых продуктов, немного выбеливает, такой перламутр легкий, но сияние особо не жди. Здесь настолько перевернуло мое сознание, что я вернулась в магазин и купила еще золотой, потому что эти два продукта я действительно считаю, что могут быть у вас задвоены, в разных оттенках. Это так красиво, это так дорого выглядит, и посмотрите, очень сложно, чтобы была прям практически дырочка в декоре, но она случилась. У него очень приятная формула, она такая хорошо распределяющаяся. И если вы хотите понежнее, то, пожалуйста, вы можете нанести, и вот такой будет легкий, да, какой-то не самый заметный блик. В чем мне здесь нравится, что у него розовый перекликается к каким-то легким персикам. И за счет этого это выглядит просто очень красиво, очень подсвечено и аккуратно, потому что этот оттенок все-таки аккуратный. Никакой полоски не оставляет. Прям действительно продукт замечательный. И вот когда я поняла, что он мне нравится, я его брала с собой в различные поездки постоянно, я захотела попробовать золотой. Продукт настолько деликатный, что вижу в камере не особо передается разница, где золотой отлив, где розовый. Но при этом, несмотря на его скромность, на лице выглядит очень симпатично, влажно,
подсвечено, подсвечено. Да, это не будет, вот у меня сейчас Rare Beauty, вы видите, что здесь прям инородное космическое сияние, а вот здесь все-таки подороже, на мой взгляд. Хотя вы знаете, что я стремлюсь к такому хайлайтеру, но все равно вот Романд я с удовольствием пользовалась, мне очень сильно понравилось, и я совершенно не жалею, что купила 2 оттенка, потому что они оба красиво вписываются в макияж. Хочется что-нибудь порозовее, поперламутровее, берите розовый. Хотите более золотой отлив, то берите золотой. 2 замечательные палетки для глаз, уверена, каждый из вас в них влюбится, потому что одна розовая, вторая нюдовая, коричневая. Очень универсальные, подойдут на каждый день. И я тестировала очень много различных теней корейских в этом году, и Романд, и Unleasha. Они все меня достаточно впечатлили, они все хорошо выглядят, но конкретно вот эти 2 продукта я не могу судить по другим оттенкам, потому что иногда некоторые текстуры и формулы лучше, например, в коричневых оттенках получаются, если возьмете такую розовую, не уверена, но конкретно за эти 2 палетки я могу прям ручаться. Розовый у нас Amuse Eye Vegan Sheer Palette 02 Sheer Pink, то есть это прям розовая палеточка. И вторая у нас оттеночек 03 Dry Flower. Вот именно в этом цветовом решении одни из лучших. Начнем с Amuse. Я в прошлом видео закинула вам небольшую идейку, что это такой легкий корейский намек на Makeup by Mario. Почему я так сказала? Да потому что формулы тоже мягкие, кремовые, отлично тушуют. И здесь такие красивые, необычные, сияющие оттенки, что мне даже сложно будет вам передать всю красоту через камеру. Здесь нет ни одного супер матового оттенка. Вот в типичном таком корейском ключе выполнены розовые оттеночки, потому что они матовые, но все равно вкрапление блесток присутствует. И супер интенсивные, сияющие спарклы, которые настолько влажно и красиво выглядят на вашем глазке, что это, ну, знаете, иногда это спросишь, извини, это Бобби Браун, это Makeup by Mario или это Amuse. Эта палетка меня настолько впечатлила, причем, честно скажу, она совершенно случайно оказалась у меня в корзине. Я не надеялась, тоже не думала, что прям она супер вау будет. Нужно было что-то из Кореи мне протестировать, и вот я такая, о, Amuse, новые палетки, а почему бы и нет. Но в итоге замечательная. И что интересно, многие у меня спрашивали, что на глазах именно когда была эта палетка. Но давайте я уже перейду от слов к действию. Сейчас покажу вам сводчи. Вот те привычные как раз корейские оттенки, о которых я говорю. То есть они матовые, но все равно за счет крапления блесток они даже как база выглядят очень симпатично. Они прям мягкие-мягкие, тушуются идеально и распределяются тоже. Вот такие базовые легкие оттенки, которые подойдут для заполнения формы глаза. Далее 2 сияющих спаркла, они очень мягкие, и иногда такое бывает у Кореи, что у них все-таки инородно выглядят сияющие частицы, это может быть опасно, это нехорошо переносится и осыпается на ваши глаза. Здесь такого совершенно нет. Посмотрите, как влажно и красиво выглядят оттенки. Да, они не самые интенсивные, то есть здесь палетка достаточно сдержанная, скорее она не даст вам яркого цветового решения, но, например, Bia, она поярче. Но если вы хотите сделать какой-то цветовой блик, если вы хотите дополнить сиянием ваш макияж, вам очень сильно понравится. И самые темные оттенки, они уже более рыхленькие, я бы сказала. Ну и для затемнения, кстати, достаточно неплохо выглядят. То есть, видите, они даже вот издалека заметны. Здесь тоже присутствуют блески, но блески сбалансированные по оттенкам наших основных цветов. Вот так выглядит в целом палетка. И вот честно, всем ее максимально советую, потому что она такая красивая, она такая беспроблемная. И все будут спрашивать у вас, что на ваших глазах. Я в восторге, я влюбилась в нее. И еще одна невероятно красивая палетка от бренда Bia 03 Dry Flower. И если вы смотрели мое видео, где я показывала палетку Unleasha, они немного похожи. Ну и в целом такое цветовое решение вы часто можете встретить у Кореи. Но почему я хочу вам показать ее? Здесь такие красивые, тоже влажные, сияющие спарклы, что опять-таки задаешь себе вопрос, а точно ли это Корея? Бренд Bia, он не так давно у нас появился, и, скорее всего, вы знаете его по вот этому тинту. Я тоже его прихватила, потому что он красивый, он заслуживает вашего внимания. А вот палетки, да не особо. Я когда смотрела, не было больших русскоязычных обзоров на тот момент, когда я брала, буквально просто тыкала пальцем, потому что корейцы любят снимать очень завуалированные, интересные сводчи, где ничего не понятно. Надеюсь, что я снимаю немножко иначе и более
более функциональны мои обзоры. Что говорить здесь про матовые? Долго, наверное, не буду описывать, потому что в целом корейцы уже научились делать хорошие матовые текстуры и формулы. Они хорошо тушуются, они не пятнят. И здесь особенность корейских палеток, что они не такие интенсивные, как вот, например, Makeup by Mario, да, новая холодная палетка, которая а-ля для Ким Кардашьян была сделана. Там черный, синий, это прям черный, синий. Вот нужно, хотя они тоже идеально тушуются, небольшой спойлер, но вот тут, если боитесь цвета, берите корейские палетки. Но тоже надо знать какие, потому что есть некоторые, которые как мелок распределяются. В Би такого нет. Давайте сначала я нанесу матовые, мы их тоже подснимем. Они прям настолько легчайшие, просто как мука, но в хорошем смысле, да, то есть такой легкий пигмент. Вообще тушевать не будет никакой проблемы, потому что даже вот на руке мне не нужно как-то особо стараться, чтобы это хорошо выглядело. И в чем еще особенность этих матовых, что они, посмотрите, как красиво выглядит, вот я это называю латексным эффектом, когда это не глухо матовый, а он немного как будто с отливом идет таким кремовым, и это очень дорого смотрится на глазках, и в целом прям... Я очень люблю такие матовые формулы, они не везде присутствуют, но чаще всего уже можно их встретить. И сейчас я, кстати, вот заметьте, что светлый более интенсивный, чем в предыдущей палетке, поэтому можно красиво так все высветлить. И сейчас я вам еще подсниму спарклы, потому что это отдельного внимания заслуживает. У них и оттенки очень интересные. Цвет по интенсивности передается. И так красиво, что прям вау. Но тут они более сухие, то есть может немножко опасть на ваш глаз, на ваше лицо, поэтому осторожнее. Но смотрите, еще более, да, такое интенсивное явное сияние, нежели если сравнивать с предыдущей палеткой. Я тут жонглирую просто камерами, всеми различными инструментами, чтобы вам наиболее понятно передать текстуры, формулы. В общем, Бия тоже меня очень впечатлила. И матовые замечательные, и сияшки тоже вау. Так, ну сейчас нам Эдвард Каллен, капец, ну солнышко, ты чего? Экстренно пришлось закрыть шторы, иначе с каждым продуктом я постепенно превращалась в Эдварда Каллена. И было просто ничего не видно, потому что он садится. Хотела бы я сесть куда-нибудь рядом с ним, с каким-нибудь бокальчиком какао или капучинки, но мы продолжаем. Для глаз я подготовила два продукта. Это карандаш коричневый от Бия, тот же бренд, от которого мы палетку смотрели. Чуть позже про него расскажу, потому что я особое внимание хочу уделить этому укладочному гелю для бровей от Unleash. Почему? Да потому что такое количество хейта на такой замечательный продукт я не видела давно. Вы заходите в Telegram и просто куча обзоров, которые делятся на то, что я обожаю этот укладочный гель, он лучший, это просто лучший гель для бровей. И вторая категория, где его просто невероятно ругают, говорят, что он ужасный, он ложится некрасиво на брови, его невозможно вычесать, белый налет. Так вот, все, что говорят про него плохое, забудьте, потому что, мне кажется, люди не совсем правильно пользуются. И в результате этого появляется хейт. Я сама, когда только его открыла, посмотрела, я написала подруге и нанесла на брови. И сказала, что я не знаю, как этим пользоваться, почему ты его любишь, что это такое, что это за вещица. А в чем его особенность? Смотрите, из-за чего он может смущать людей, то, что он белый. И вот это, наверное, самое коварное. Мы же в целом боимся, когда белый налет остается, различные белые, не знаю, катушки на наших бровях. И он изначально белый, и это может кого-то подбешивать. То, что ты его наносишь, ты его видишь. Но ты, когда его нанес на брови, ты причесал брови, и вот важен этот момент расчесывания бровей. Здесь специально есть такая щеточка, можете воспользоваться своей, если вам это не подходит, не нравится. Кстати, она идеально, кстати, укладывает брови. И нужно просто этот гель дораспределить. Я уже настолько научилась им пользоваться, что мне в целом не обязательно расчесывать, чтобы этот гель как-то уселся, чтобы он был незаметен, потому что он подсыхает, и в процессе еще расчесывания настолько классно распределяется по бровям, что ничего не видно. Но это такие красиво уложенные соболиные брови. Если вы хотите очень стойкий продукт, который невероятно красиво выглядит, когда нет такого эффекта, что уложил брови, не знаю, почесал, сходил, попил кофе, и у тебя бровь уже опустилась. Нет. То есть сейчас, кстати, у меня в целом его нет, можете не смотреть, если вы думаете, что он на мне сейчас. В общем, этот продукт просто must have. Это оттеночек 01, Shaper, помад, Eyebrow Fixer. Это просто
топово. Вот, я всем советую. Даже если не понравится, отдадите кому-нибудь, кто научится им пользоваться. И здесь опять не камень в ваш огород, дорогие. Если у вас не получилось, попробуйте чуть больше прочесать и чуть меньше носить продукта. Вот. Если не понравится, это та попытка, когда нужно попробовать, потому что он идеальный. Я, правда, когда сейчас понимала там, вот разделение, премиальная, там, бюджетная косметика, и думала, что вам показать, а я и не знаю, потому что я только им пользуюсь. Все, вот честно, только им, я его обожаю. И карандаш для глаз Bia, он не какой-то, наверное, особенный, просто он хорошо распределяется, хорошо выглядит на глазах, и у него такой универсальный оттенок. Он прям очень мягкий, но супер быстро фиксируется. Это оттеночек Jazz. Если вот вы ищете какой-то красивый подтон коричневый, он прям замечательный. И вот все. Стоило мне отвлечься. Не могу, у меня еще куча косметики, я не знаю, сейчас мои руки просто превратятся в какой-то... Вы хотите стойкий карандаш? Даже не знаю, что вам посоветовать. Bia точно нет, вот точно. Ладно, короче, я пойду удалю это все с руки и продолжим. Буквально минута вашего внимания. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, я вас убедительно прошу это сделать. Подписаться на этот канал, на мои остальные социальные сети. И если вы на других видеоплатформах тоже смотрите это видео, и поддержите меня там, пожалуйста. Это очень сильно важно, особенно когда начинаешь такого получистого листа. Продукты для губ я подготовила 4, но честно держала себя в руках, потому что корейцы одни из лучших, если мы говорим про тинты, про бальзамы, какие-то вот такие желешки. Они и новые формулы придумывают, и отлично их исполняют в действии. То есть это реально такие проверенные баночки, которые никого не разочаруют. Конечно, если мы говорим про тинты, то тут грех не вспомнить. Романд, они, мне кажется, самые популярные. У нас на маркетплейсах продаются и в различных специализированных магазинах, и они реально здоровские. Если выбирать между этими двумя тинтами, я все-таки больше склоняюсь к этому. И в видеообзоре я тоже вам говорила, возможно, оттенок чуть более комплементарен мне, потому что я как-то вот этот прям совсем, видите, розоватый. Сейчас я скажу, какой номер у нас. Номер 05, но он тоже замечательно выглядит. В чем еще особенность этих тинтов, что вы можете их нанести и удалить. И все будет практически незаметно. Но вот этот... по-моему, 25-й, он настолько красиво, как-то комплементарно смотрится на моей внешности, что вот больше он меня впечатлил. Здесь у них разность по стойкости, разность по увлажнению, но, знаете, тинт это достаточно стойкая вещь, можете в отдельном видео посмотреть, потому что я, правда, вот сейчас опять сходу не могу. Ну вот хорошо, здесь написано, что этот более стойкий, если не ошибаюсь, это более увлажняющий, но они настолько оба стойкие и хорошо выглядят, что я бы не гналась вот конкретно там за этим, то что увлажнение пообещали, за этим то стойкость. Они оба хорошие, они оба стойкие. Я сейчас сделаю сводч, я, конечно, пожалею об этом, потому что будет, наверное, очень сложно удалить. Простите, я прям быстро, иначе мы с вами руки испортим, а это наша работающая поверхность на сегодня. Вот, да, 25-й, который более темный, и розовый, который мне чуть менее комплементарен, на мой взгляд, он вот у нас здесь ближе к этому краю. Ну и что вы думаете? Вот 2 секунды удалила, и все равно эти тинты потрясающие у нас на руках. А представляете, что будет со временем, если вы чуть дольше оставите все это? Поэтому Корея, тинты – это прям очень хорошая комбо, которая работает. Я просто стараюсь мицеллярчика себя быстро спасти. А пока я себя спасаю, я хочу вам показать еще 2 продукта. Это еще один тинт от Bia. Я вам его показывала. Выглядит как какое-то, не знаю, молочко, ампула. Очень симпатичный. А чего у меня его так мало? Неужели я так долго им пользовалась? Оттенок 06, один из самых востребованных, чаще всего тоже встречала его на обзоре. Немного перекликается вот с этим, но тоже очень симпатичный, комплементарный, приятно пахнет, и у него более интересная глянцевость, на мой взгляд, то есть его можно поплотнее нанести, видите, и вот таким образом он глянцево отсвечивает. Тоже не буду долго... Я не знаю, как тестировать косметику, когда нужно тестировать тинты, потому что, ну, все. Вот все. 3 секунды без монтажа, вы это увидите. Очень быстро впитывается. Если хотите надолго, то вот Bia, она более уверенно схватилась даже, чем Романд. И вот этот продукт, который меня сейчас точно не испачкает, это супер классное желе для губ. Такой формат в последнее время стал часто появляться, и вот у Mood запустили сейчас недавно абсолютно косметику, у них тоже многофункциональный гель, похожий на него. Во-первых, это пахнет
просто 1000 мармеладок из 100. Это бренд Daisy. И оттеночек у меня 10 Fruity Lip Jam. Ох, он так красиво, глянцево выглядит, вы просто не представляете. Он, во-первых, увлажняет, просто не представляете, сижу я, и сейчас я вам сделаю сводч. Так, ручки, конечно, лучше всего обработать, я обычно туда кистью лезу, но сегодня для вас все. Смотрите, у него в чем особенность, то что, во-первых, он хорошо передает цвет. Я очень люблю, когда такие увлажняющие, ухаживающие продукты не только увлажняют и как наполняют наши губы, но еще и визуально делают их красивее. Очень красивое преломление света за счет того, что он глянцевый и плотный, и один из моих любимейших продуктов. Если хотите прям не запариваться, просто что-то нанести, то я советую. У них очень много красивых различных оттенков, и все они прям замечательно, вот так по-фруктовому освежают и очень красиво смотрятся. А видео подошло к концу. Напомню, что мы посмотрели вот такую красивую корзину с различным декором от корейских брендов, да, и даже один такой полууходовый продукт у нас с вами был. Напишите, пожалуйста, какие корейские бренды для вас стали открытием этого года, какие продукты, возможно, вы пробовали или захотели попробовать, потому что здесь прям топовый топ. Если бы я, конечно, чуть менее щепетильно относилась к вам и не берегла бы ваше время, я бы еще вам рассказала на целый час, потому что, ну, продуктов очень много корейских, которые я пробовала, которые меня впечатлили. Но здесь прям были мои фавориты фаворитов. Надеюсь, что в следующем году я открою для себя еще много потрясающих продуктов, и вы посоветуете мне, что протестировать. Буду очень рада вашему вниманию, вашим комментариям. Спасибо огромное, что посмотрели это видео до конца. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока.